Добрый день, дорогие подписчики, добрый день, уважаемые зрители YouTube. Вы на канале технических решений Энергомаг, меня зовут Александр. И сегодняшнее видео у нас выходит по теме 5 советов начинающему электрику, которые будут полезны. Это те советы, которые я хотел бы, чтобы мне когда-то подсказали в далеком 1996 году, когда я начинал свою работу электриком в мои первые несколько лет работы. После нескольких лет работы некоторые вещи стали понятны сами собой, но есть моменты, которые я бы хотел, чтобы кто-нибудь рассказал мне когда-то с первого дня. И я вам расскажу сейчас о этих моментах, скажу эти советы, поэтому рекомендую вам досмотреть видео до конца. Если вы даже уже профессиональный электрик со стажем, то вы просто поддержите меня или, может, подскажете еще какие-то советы. Конечно, они есть. И совет номер 1, давайте начнем. Это, если вы начинающий электрик, держите рот на замке и делайте то, что вам говорят. Такой совет может быть полезен в любой работе, не только электрикам, если вы начинаете свою карьеру. Так что запомните эти слова: держи рот на замке и делай то, что тебе сказали. В начале своей трудовой карьеры вы должны быть готовы выполнять любую работу, которую вам поручили. Если ты начинающий зеленый электрик, ты не должен спорить с коллегами, которые имеют намного больший опыт работы. Не говори, что я не дворник, или я не грузчик, или еще кто-то. Тебе могут поручать самую неприятную работу. Но ты должен забыть о своем эго. И через какое-то время сами эти парни, с которыми ты работаешь, скажут вашему боссу, что пора этого парня, то есть вас, переводить на более ответственную работу. И будут всячески вас поддерживать. Да, вы, выполняя такую неприятную работу, можете подумать, что чем я занимаюсь? Это не моя работа, меня еще и подгоняют, зачем я учился? Но в любой компании ценится исполнительность и готовность работать в команде. Чтобы идти к самому главному боссу и говорить, что есть проблема в вашей работе в этой компании, для этого должна быть очень-очень серьезная причина. Например, вы стараетесь, хорошо работаете, а к вам постоянно придираются. Но, повторяю, 10 раз подумайте, прежде чем идти к начальнику. Почему? Потому что вы этим походом можете создать себе только новые проблемы. Совет номер 2. Задавайте как можно больше вопросов. Не бойтесь выглядеть глупо. Это так же, как вы только недавно закончили автошколу. Каждый автолюбитель первые несколько лет чувствует себя за рулем неуверенно. Если вам объясняют проект, что нужно будет сделать, и вы что-то не поняли, лучше задайте вопросы, пока до вас не дойдет. Вам нужно сдать каждый аспект работы, прежде чем приступить к работе. Я бы, например, предпочел, чтобы мне кто-нибудь задал кучу надоедливых вопросов. Почему? Потому что я не могу сказать вам, сколько раз я говорил кому-то сделать какую-то, выполнить работу, объяснял, и они говорят, что да, я понял. Идут, делают работу и совершенно неправильно. И потом потребуется еще больше времени, чтобы исправить ошибки этих начинающих электриков или электромонтажников. Так что убедитесь, что вы четко понимаете, что нужно делать. Кто-нибудь может сказать: тяни провод отсюда, туда, подключай тут. Но могут вам так объяснять, и вы не понимаете, почему и зачем вы это делаете. Или что за что отвечает в электрической схеме. Задайте пару дополнительных вопросов, которые могут прояснить для вас схему. Дело в том, что многие начинающие электрики просто помогают опытным электрикам. Делают механическую работу, не понимая теории и не вникая в электрическую схему. Знание теории и правил более ценно, чем умение скрутить провода или закрепить кабель на стене. Задавайте много вопросов, не бойтесь выглядеть назойливым. Раздражает намного больше исправление ошибок начинающих электриков, чем отвечать на их множественные вопросы. Совет номер 3 очень специфичен для электричества. Это маркировка всех кабелей и проводов. Маркируйте все
кабельные линии и провода при электромонтаже. Маркируйте кабельные линии и провода при сборке электрощитов с большим количеством линий, чтобы не допустить ошибку. Чем маркировать? Можно изолентой, вот как я вам показываю, или малярным скотчем, подписывая, куда проложен кабель. Может, некоторые электромонтажники скажут вам, зачем ты это делаешь, все и так понятно. Если есть необходимость, маркируйте кабель на обоих концах. Зачем? Затем, чтобы потом легко определить, куда идет какая линия от электрощита. То есть вы наматываете изоленту и потом подписываете, например, кухня, ванна, стиралка, вытяжной вентилятор и так далее. Может пройти большой период времени с момента прокладки кабельной линии до подключения в электрический щит. Это может и полгода пройти, и год. И вам потом потребуется много времени, чтобы прозвонить все кабельные линии и выяснить, что куда идет или как проложены линии. Я лично ненавижу дурную работу. И вы должны с самого начала вашей карьеры приучить себя маркировать провода и кабельные линии. Совет, который занимает 4-е место, это аккуратность в работе и еще раз аккуратность. Вы позже можете постараться увеличить скорость вашей работы через некоторое время, когда вы уже будете иметь какой-то опыт. А вначале главная для вас задача выполнять работы аккуратно. Даже если кто-то вам скажет, что ты работаешь медленно, нужно побыстрее, ответьте, ладно, я попробую, но для меня главное качество. И я думаю, что этот человек после таких слов ничего вам говорить не будет. Если ваша работа выполнена небрежно или некачественно, это видно. Это говорит о вашей квалификации как специалиста. Аккуратная работа – это что? Это просто даже аккуратно сложенные инструменты в сумке или в ящике. Если я вижу сваленный на кучу инструмент или разбитый инструмент, это дает много полезной информации о владельце такого инструмента. Поэтому приоритетом у вас должно быть качество и аккуратность. Также совет: приучите себя работать с использованием защитных средств. Это перчатки, это очки, это маски. Не слушайте, есть электромонтажники со стажем, которые говорят, что мне неудобно, я не привык и тому подобное. Но когда ты видишь, что человек неряха, ходит постоянно с грязными руками, ты понимаешь, что он же, если он не может за собой ухаживать, то, соответственно, он и в работе также не аккуратен. Когда вы освоите качество, вы можете попробовать увеличить скорость выполнения электромонтажных работ, но без потери качества. И, наконец, номер 5. Это мой любимый совет – инструмент. Покупайте инструменты при первой возможности. Покупайте только качественный, изолированный диэлектрический инструмент. Сделать работу лучше и быстрее вы сможете только таким инструментом. Не экономьте на электроинструменте, то есть перфораторы, болгарки и другое. Дешевый инструмент подведет вас в самый неподходящий момент. Покупая дорогой инструмент, вы инвестируете в свою собственную продуктивность, которая выльется в повышенную заработную плату. Покупайте узкопрофильный инструмент, который может редко понадобиться, но может выручить, казалось бы, безвыходной ситуации. Покупайте столько инструментов, сколько вы можете купить в данный момент. Есть старое правило механиков, из которого следует: если вы одолжили инструмент у кого-то более 3 раз, значит вам нужно купить этот инструмент для себя, для того, чтобы не одалживать. Итак, давайте еще раз вспомним 5 советов начинающему электрику, а потом я вам скажу 6-й бонусный совет. 1. Держи рот на замке, делай то, что тебе говорят. 2. Задавай много вопросов. 3. Маркируй
кабель и провод. Не слушай то, что тебе кто-то говорит. Четвертый. Будь аккуратен в работе, работай качественно. Приятно смотреть на отлично выполненную работу, и неприятные слова появляются, если работа выполнена в спешке и некачественно. Заставьте людей уважать вас. Пятый совет. Как я говорил, не экономьте на инструменте, его никогда не бывает много. И последний, шестой бонусный совет. Постоянно учитесь и развивайтесь в техническом направлении. Учите правила, те, что относятся к работе в электроустановках. Приятно общаться и работать с профессионалами, которые понимают, что они делают. И неприятно работать с непрофессионалами, которые работают, но до конца не понимают, что и как работает. И ваши потенциальные заказчики тоже это видят. Не думайте, что если человек не электрик, то он не понимает, что вы делаете. Ну вот и вся сегодняшняя, надеюсь, полезная информация. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, поделиться нашим видео среди своих знакомых, друзей и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал, если еще не являетесь подписчиком, для того, чтобы получать новые интересные видео. Всего хорошего, будьте здоровы!